Web3 гейминга не существует. Это большая, огромная, помягче бы надо, да, это же официальный подкаст. На сегодняшний день у нас свыше 30 тысяч регистраций. Самое ключевое, я не хочу, чтобы мои игроки зарабатывали в моей игре. Это под вырез, да? На прошлом проекте мой фот, да, на команду был порядка $20 тысяч ежемесячно. Друзья, всем привет, меня зовут Афанасьев Максим, я комьюнити-лид Супертим KZ. Сегодня у нас первый подкаст, я очень надеюсь, что он не последний, у нас будет очень много подкастов с нашими мемберами и с нашими фаундерами. Сегодня у нас в гостях Владимир, он представляет Web3 Gaming, можно сказать, в нашем сообществе. У него огромная игрушка, интересная Web3 игрушка. Сегодня мы поговорим об этом. Владимир, пожалуйста, представься, расскажи немножко о себе. Всем привет, меня зовут Владимир Малышев, в сети больше известен под ником Альтор. И мне 38 лет, 15 лет я уже в геймдеве, уже там, скоро будет 16, из которых там последние 5 лет, там чуть-чуть больше именно в Web3 пространстве, в Web3 гейминге. Прошлый проект InMatch 3 признан лучшей криптоигрой года 23-24 года. И сейчас я занимаюсь проектом Shard Legends на блокчейне Solana. Спасибо Solana Super Team, спасибо Максим, что пригласил меня сегодня. Надеюсь, будет прикольно, интересно и весело. По крайней мере, я приложу к этому все усилия. Слушай, а как ты вообще в геймдев пришел? Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно это направление? Потому что оно достаточно такое нишевое, еще и геймдев в Web3. В геймдев я пришел в 2010 году из одного простого желания, как и большинство всех, кто приходит в геймдев, потому что нравится играть в игры и хочется играть в ту игру, которую ты сделал. Потому что в какой-то момент накапливается некий экспириенс, который... некая насмотренность, которой хочется делиться, хочется преображать проект, как-то ей появляется свое собственное видение. Ну и это, наверное, мечта практически каждого геймера сделать и запилить какую-нибудь собственную игрушку. И, собственно, так и начался мой путь. Первая игра была «Время ангелов» в 2010 году. Мы под дату конца света 2012 года сделали проект и предложили игрокам спасти человечество, если у них получится. У них не получилось. Ну, ты уже, я так понял, такой прожженный достаточно разработчик, если с 2010 года уже 15 лет, ты сказал, уже 16, занимаешься этим, но как бы опыта у тебя предостаточно. Слушай, а вот после того, как Web3 хайп вокруг гейминга прошел, вот эти вот все Step to Earn и остальные истории, сейчас стало сложнее, легче, потому что даже Лили Лу, президент Solana Foundation, в Твиттере писала, что якобы геймдев и вообще Web3 гейминг умер. Как ты к этому относишься? Я считаю, что Web3 гейминг умер. И его не должно существовать вообще в природе. Вырезать Web3, крипто, блокчейн вообще из названий игр. Но технологию оставить. Пользователь сегодня, видя приставки, которые были перечислены, изначально приравнивает все к скаму. Потому что основная аудитория игроков Web3, которая была создана, массово была создана Axie Infinity, Stepan, Хомяк, Hamster Combat и так далее, вся эта аудитория приходит за наживой. Они приходят сюда зарабатывать деньги. И формулировка «играй и зарабатывай», она не способна к жизни. Какую бы экономическую модель мы не разработали, не сопоставили, не попытались внедрить, эта технология не работает. Я могу более детально погрузиться в каждую из них. Вот смотри, я попрошу тебя представить. Вот есть модель, когда мы говорим, у нас есть некий airdrop, который нам нужно комьюнити, и мы готовы заплатить за это. Вот нужно выполнить какие-то действия, проявлять активность. Мы отчитаемся перед инвесторами, перед фондами, я не знаю, перед кем еще, что у нас есть тусовка, и мы ее прикормили аирдропом. Как только аирдроп получен, все уходят,
да, проект дальше остается без аудитории, без комьюнити. Хорошо, если там 3, 5, 7% аудитории осталось, и действительно продукт зацепило, да, и появилась некая органическая виральность. Другая модель. Мы говорим, у нас можно зарабатывать что-то в игре, то, что вы зарабатываете, покупают другие игроки. Вот другим игрокам это нужно. Вы можете фармить. В эту модель приходят бота-фермы. Сегодня уже к бота-ферм можно писать практически любой благодаря AI. И это все максимально автоматизируется и выкашивается. Любой игрок, который приходит, вдруг понимает, зачем ему платить другим игрокам за то, что они там нафармили для него, если он может сам построить там ферму или там что-то нафармить. Все, модель автоматически рушится на всем этом. Все, больше мы не берем там схемы пирамиды, да, это вообще там 98% рынка, да, пирамидальной схемы. Все, мы упираемся в саму модель. Если вы приходите в игру зарабатывать деньги, это все либо гэмбла, либо изначально убыточные проекты, которые, с какой-то там странной легендой. Все, на этом больше нету. Play to earn не должно существовать. У нас могут быть модели, когда мы говорим о владей, там, зарабатывай, да, там, играй и владей. Вот тут блокчейн обалденно заходит со своими NFT-технологиями, криптотрансферами для там разных стран, юрисдикций и всего остального, когда можно выбить крутой актив какой-то в игре или заполучить, или там что-то создать уникальное. И это уникальное выставить на маркет, на площадку, оно будет иметь какую-то ценность, подтверждение, подписи там в блокчейне, и это будет являться некой ценностью для других игроков с пониманием того, что они покупают что-то уникальное. Эта технология давно есть в Steam, когда мы знаем про скины из Dota, из Counter-Strike, обалденно торгуются на площадках, все лудоманят в этих лутбоксах, как бы вытаскивают их с целью там выбить что-то там крутое и интересное. Переложить все это на блокчейн с какими-то там технологиями не прямой покупки лутбокса, а какими-то игровыми фичами, вот эта модель, она может ложиться. Но как только там есть приставка в рекламе, на сайтах, что это Web3, что это там крипто и блокчейн, мы получим аудиторию игроков, которые придут туда зарабатывать, а не играть. Они приходят не за игровым экспириенсом. Это не целевая аудитория абсолютно. Слушай, если так все интересно обстоит, у тебя есть какая-то статистика, сколько Web3 игр в течение года после своего старта доживают до конца этого года? Сколько умирает? Как вообще рынок выглядит новых проектов? Я, наверное, не готов прям какую-то конкретную цифру назвать, прям аналитическую, но, на мой взгляд, то, что вижу я, я постоянно анализирую и рынок игр, и, скорее всего, все это относится не только к рынку игр, сколько вообще к Web3 проектам. По моей статистике, свыше 90%, ближе даже, наверное, к 95% проектов переживают свой хайп в течение года и сдуваются, либо полностью закрываются, либо в какой-то вариации остаются там, теплятся с какими-то там надеждами, остатками комьюнити. 90% проектов просто умирает в первый год. Слушай, если так все сложно, и сейчас такая экосистема, плюс еще у нас и рынок такой очень медвежий, скажем так. Вот в этой всей ситуации ты почему не сдаешься, почему развиваешься, почему билдишь свой проект, как ты вообще ощущаешь? Есть у тебя какие-то мысли о том, что будет дальше легче, или у тебя сейчас и так все нормально? Здесь, наверное, ключевое понимание, что году в 19-м я приходил в крипто с пониманием, что Web3 проект 100% будущее. Вот мы сейчас запустим токен, он там вырастет куда-то в космос, и вот там все будут супер богатыми, все, кто с нами стартовал, были на предстарте, на старте. Естественно, рынок внес свои коррективы и ударился о реальность. Не бывает, да, то есть работают там абсолютно другие механизмы, там все по-другому. И говорить о том, что сегодня запускать криптопроект для того, чтобы там заработать, а тем более, если
изначально приходишь к инвесторам, да, там, особенно там ангельские какие-то посевы, там, friend and family, что вот мы сейчас соберем проект, залистим токен и все станем богатыми, но это не работает там еще там, года с 20-го, с 21-го, да, там, сейчас так тем более, да, особенно в медвежий рынок. Но сама технология имеет место быть, имеет место жить. Но давай опять же рассмотрим ее более детально. Вот смотри, есть игра, которая готова выделять игрокам какие-то уникальные предметы. Давай на вот там простом, понятном, вот можно выбить супер-пупер меч с какого-то там босса, он там выпадает раз в 1000 лет, но эта возможность есть у каждого игрока. И вот кто-то его выбил. И, естественно, возникает вопрос монетизации. Раньше любая монетизация — это был рынок РМТ, он такой серый, его проекты запрещают по лицензионному праву своему. Но так или иначе игроки придумывали там с продажей целого аккаунта или еще как-нибудь находили способы. Здесь мы говорим, да мы не против. Если кто-то выбил, ну почему он не может кому-то это продать? Ну это же круто. Это объединяет комьюнити, это все равно скрепляет, это заставляет их играть больше, выбивать эти мячи, стремиться. Там, ну, это объединение, это работа с комьюнити, которая дает им дополнительные возможности. Открывает ли это дополнительные двери для каких-то ботаферм, которые будут это выфармливать и так далее? Это уже там третьи вопросы, которые возникают как с точки зрения рисков, с точки зрения там создания гейм-механик, чтобы все это там нивелировать, запрещать это делать и так далее. Но сама идея, она абсолютно жива. Точно так же, как в мыслях игроков вполне продающая идея для любого проекта, словами: раньше ты играл в игру, ты ее прошел, или ты ее играл, это какая-то онлайн, да, там, MMORPG, и ты ее забросил. Но у тебя есть огромное время, экспириенс, который ты потратил, у тебя там куча имущества какого-то. И вполне логичный вопрос, что что-то из этого может быть интересно другому игроку, и ты ее можешь монетизировать. Давай дадим эту технологию. Да, другой игрок, приходя в игру, он, по идее, должен с нуля все это купить у меня, как у компании, для того, чтобы развиться до тех же высот, что развился ты. И я как будто бы не очень заинтересован в этом. Но, с другой стороны, я понимаю, что игрок, который смонетизировал свое игровое время, он более лоялен к моим будущим проектам, он более лоялен к проекту. Это органическое сарафанное радио, которое будет потом рассказывать о том, что, блин, ну вот я там играл, вы играете там в свою игру, и ты оттуда ничего не можешь там достать, монетизировать, ты никак не можешь там как-то это пощупать. А вот я закончил играть и вот там распродался, да, и вот прикинь, на какой куш у меня там все это вышло. Оказывается, у меня там, я думал, хлам, а оказывается, это там супер нужно-то другим игрокам. Ну, это вот утрировано. Но и во всей истории я для себя как фаундер, как билдер вижу офигенную перспективу. Так или иначе, сейчас время дексов. Мы видим огромные хайпы на там гиперликвид, да, то есть почему пошел отток капиталов там с централизованных бирж, потому что офигенно, оказывается, удобно и безопасно. Подключил свой кошелек, сделал сделку и отключился. Все, деньги не надо куда-то заводить, а потом по комплайнсу доказывать, что они у тебя там хорошие, как бы. То есть все можно делать проще. То же самое мы говорим вообще там с Polymarket сейчас, да, их там экспоненциальный рост и все остальные там prediction маркеты, которые растут. Букмекеров что, раньше не было? Были в огромном количестве. В каждой стране представлены легальные, нелегальные, серые, какие угодно. Но оказывается, стоит дать децентрализованную историю, и все обалденно, вон там, на чемпионат мира делают свои предикты там по 400 тысяч долларов, как бы. С другой стороны, может, мы просто раньше не знали, что делают такие ставки, потому что букмекеры это не раскрывали, да, сейчас мы все это видим по блокчейну, и это стало какой-то прозрачной историей. И это еще один плюс про использование блокчейна в играх. Это дает вот эту прозрачность, это дает органику, это дает узнаваемость, это дает обсуждение, это способно порождать какие-то тренды. Слушай, такой вопрос достаточно острый, провокационный, да? Как ты считаешь, крипта, она вообще геймдев и отношение игроков к играм убила
или наоборот сделала какой-то немножко другой процесс игровой, что-то сделала такое, что, ну вот, теперь игроки на игры по-другому начали смотреть. И именно с какой стороны они начали смотреть это? Со стороны хорошей или наоборот со стороны плохой? Я убежден, имхо, да, имею мнение, споришь, о том, что Web3 и крипто убили игры. Они убили процесс получения эмоций, наслаждения. Приход Web3 и крипто в геймдев-индустрию, он в любом случае был неизбежен. И в любом случае мы вот должны пройти весь этот виток, и я надеюсь, что мы где-то уже в конце этого витка и в какой-то эволюционируем уже наконец-таки на новый виток с этой спирали вот этого отношения к игре как лайфчейнджу, что вот натапал этого хомяка, теперь поеду на ламбе, да, то есть, но вот... И самая главная проблема не в том, что люди думают, что можно тапать игру как бы и заработать на этом много денег. Ну, сколько-то, наверное, можно. Так же, как в свое время там за просмотр рекламы можно было там что-то получать. Сначала внутриигровые бонусы, потом уже начали как-то монетизировать, прям долларами отправлять и так далее. Вопрос-то не в том, что люди приходят туда только за этим. Им по барабану тапать на хомяка или на лягушку, или на пиратика, или там им пофигу на сеттинг, пофигу на лор, который вокруг этого строится, что команда там что-то писала, выдумывала. Как, наверное, и командам, которые все это клепают, тоже не особо-то хочется заморачиваться со всем этим. И проблема вот вообще глобально не в этом. Глобально вред Web3 и вот эта вся прошлая спираль, вот этот весь виток, самую главную проблему он нанес только в том, что изначально было отношение к лайфчейнджу, а потом все поняли, что это не так, и приравняли к скаму. Да, знаешь, как это простыми словами описать? Проблема-то не в том, что мы денег не заработали. Проблема в том, что я поверил, что я уже скоро буду ездить на ламбе, а ты меня лишил этой мечты. Вот так это звучит, понимаешь, в головах людей. До Web3, до криптоигр, они даже не задумывались, что они могут позволить себе намного крутую жизнь. У них не был простроен маршрут. А тут вдруг маршрут нарисовался, и он уже готов. Он уже поверил, что у него будет это в жизни, а у него лишили мечту о лучшей жизни. И это проблема, которая автоматом ставит крест на всей индустрии. Сколько было в хомяке? 150, 200 миллионов пользователей, 130 миллионов пользователей. Сколько там активных было? Представляешь, огромную массу людей, которые разочаровались, у которых забрали их мечту. И это нерешаемая проблема. Кроме того, что мы теперь вообще уходим от слов крипто, play to earn, web3 и еще какие-то там слова блокчейн. Этого не должно существовать для нормальной качественной игры. А уж тем более только сегодня обсуждали опыт одного из моих друзей, и он говорит, я зарегистрировался в игре, захожу в игру, мне говорят, подключите кошелек. Скам, не скам, у меня, в принципе, на кошельке ничего нет, подключусь. Подключается. Говорит, надо заплатить, нужно провести транзакцию, что вы не бот, 1 цент. Вроде немного, мне надо где-то их брать, что-то подключать. Я еще даже игру в глаза не видел, а мне уже там что-то надо туда-сюда. Вы меня заинтересуйте сначала. Для того, чтобы этот весь блок я прошел. И получается главная проблема, что для того, чтобы человек прошел этот весь блок с кошельками и все остальное, он должен быть супер замотивирован. И, естественно, главным мотиватором выступают деньги, что ты тут заработаешь. И так это все рекламировалось. И так это все развивалось. Поэтому сегодня адекватно все это должно выглядеть, что игрок просто играет, и он не понимает разницу, где что-то происходит на сервере офчейн, а где ончейн прошла транзакция. И он не понимает принципиально разницу, он не должен ее видеть, он не должен ее чувствовать, он просто наслаждается игровым процессом. И да,
те игровые элементы, которые нам нужны для безопасности, для какой-то он-чейн активности и свапа на там какие-то другие активы, мы проводим он-чейн. А пользователь об этом даже не знает. Вот это сегодня, нарратив номер один. Но здесь есть тоже вот эта самая главная проблема. Как только мы делаем вот все абсолютно под капотом, невидимый Web3 и все остальное, вычеркиваем, стираем со всех сайтов Web3, блокчейн и все остальное, чтобы пользователь не пугался, что его тут соскамят, что там будут какие-то проблемы. Как только мы это сделали, возникает вполне логичный вопрос. А где у вас Web3? А кто об этом знает? А кто-то об этом должен знать. И вот тут пошел целый ворох вопросов. Инвестора инвестировали в игру Web3, там должно быть вот все, фонд сказал, что это будет расти, давай, это тренд, нарратив, поехали. Сейчас на Solana вообще там говорят, геймдев будет расти, супер, мне блогеры пишут каждый день, когда у вас ТГЕ. Все, вот им нужен уже токен, и гейминг новый, свеженький, качественный, все будет расти. Я говорю, вот, они считают, а где, у тебя же на сайте нигде нет об этом информации. Почему в игре об этом нигде нет? И у всех, диссонанс, что за хрень происходит? У тебя же нет нигде там ни токена, ничего, нигде. Слушай, если убрать всю вот эту тогда историю, да, про спекуляции, токены, хайп и всю вот эту вот не очень приятную штуку, то а что тогда, с твоей точки зрения, блокчейн? Давай уберем название крипта, потому что это всегда, лично для меня, когда говорят там Solana, это же крипта, для меня это всегда такая негативная коннотация, знаешь, что как будто бы что-то такое, знаешь, не очень хорошее, что-то грязное. Лучше мне приятнее говорить, что Solana — это блокчейн, а не крипта, потому что крипта — это как бы один из кейсов, да, блокчейна реализации. Соответственно, вопрос в том, что блокчейн-то, с твоей точки зрения, что основного может в игры принести? Какой бонус человек и разработчик может с блокчейна получить? Блокчейн сегодня для игр в первую очередь важен тем, ради чего он изначально затевался. Это децентрализованная база данных, в которую нельзя задним числом подставить какие-то элементы, да, то есть там, переписать какие-то данные. И это очень важная часть. Особенно, когда мы говорим, что этот актив должен что-то стоить. Но с играми есть нюанс, который на самом деле понимают только прям супер крутые эксперты, да, или там просто сильные эксперты по блокчейну, по крипто Web3 пространствам. И он выглядит таким образом, что игра, она не размещена вся полностью в блокчейне на смарт-контрактах, да, то есть у нее есть сервер офчейн, который большую часть запросов пользователей обрабатывает у себя, потому что всю логику выносить в смарт-контракт это медленно, это дорого, это и не имеет никакого смысла вообще логического. А это значит, что как только мы у себя на сервере что-то рассчитали, и мы отправляем запрос в блокчейн, а давайте выдадим пользователю вот такую награду. Он у нас что-то выиграл и получил. И вот он там хочет вывести, допустим, NFT для продажи, вот он там конвертирует свой меч и выводит на продажу. Что в этом случае мешает серверу выпустить 20 таких мечей вместо того, чтобы сделать его один? Чисто теоретически ничего не мешает. В любой момент времени может появиться любая другая эмиссия, и как бы вот все произошло. И это тоже проблема для Web3 гейминга и вот для использования блокчейн-технологий о том, что это просто по большому счету остается функцией ввода-вывода денег из игры. Просто как технология оплаты. В ту или иную сторону с теми или иными моментами. Но это правда. И хочешь или не хочешь, но мы должны с этим работать вот именно так. Пока текущие скорости обработки транзакций в блокчейнах на текущем уровне, да, пока, возможно, нет какого-то L2 решения, которое может, или там L3 решения, куда я могу задеплоить весь свой сервер, и он будет вот
все мои скрипты крутятся вот в этом блокчейн-решении с той же скоростью, как это у меня обрабатывается на серверах Google, с той же масштабируемостью, да, с приемом там, API запросов от пользователей на тот или иной расчет и сохранение все это в базе данных. Возможно, это тот самый нарратив, который кто-то должен создать, сейчас получить там свои 10-100 миллионные инвестиции и создать такое решение. И вот это будет действительно плацкартом, платформой для качественного вот Web3 гейминга вот в полной вот понимании того, как это происходит. Все остальное фактически это вот вывод денег. Ну, либо давайте там вообще просто скамить с какими угодно легендами, там, ну, неважно, что рассказывать. А NFT-шки? Вот NFT-шка в качестве меча или меч в качестве NFT-шки. Крутая история, когда есть некая лимитированная коллекция, вот, которую мы просто напечатали или сделали супер промоушен, там есть какие-то генезисы, их надо что-то, куда-то, как-то, и вот в зависимости от активности кто-то получил крутые мечи, кто-то плохие мечи, и больше мечей не будет. Ну вот, никогда. К тебе как к билдеру, который вот эту ахинею придумал, и на старте смог собрать всего 1000 пользователей и выпустить 1000 NFT, у тебя раздувается хайп. У тебя игра стрельнула в Play Market Google, и у тебя 1 000 000 пользователей. Без мечей. И ты говоришь, ну палками деритесь. И у тебя стоит 999 999 там игроков, как бы, такие, а чё вот эти 1000 нас лупят? У них мечи есть. Как нам эти мечи заработать? Ты говоришь, ну идите купите. Но это только для 1000 игроков. Все остальные, ну а что здесь делать? И логичное решение. Ну, я вам вместо мечей могу посохи NFT выпустить. А владельцы мечей такие смотрят, ты мы тогда эти мечи делали когда-то в свое время. Ты теперь новое можешь тут печатать, придумывать. Не, ну смотри, тут же вопрос больше не в том, что я просто, как, например, как игрок в WoW, как игрок в линейку давным-давно, вот. У меня всегда была мысль, да, что в чем сложность? Вот мы, например, пошли на какого-нибудь жесткого босса, да. Я думаю, ты, наверное, помнишь про WoW, там, про, как там, 3.3.5 версия, где с королем Лича, вот, и там был Frostmourne, по-моему, такой легендарный топор, насколько я помню, был. Вот, и его можно было выбить только самой крутой версии данжа, как раз-таки этой цитадели ледяной короны. И вот в тот момент, когда ты убиваешь Лича и падает дроп, у тебя сервер печатает эти самые шмотки. Соответственно, в этот самый момент в чем сложность передать в смарт-контракт информацию о том, что сейчас в мире сминтилась вот эта NFT-шка с вот этим вот топором, мечом или еще чем-то, которая принадлежит вот этому пользователю. Вот. При этом не обязательно сразу же это все дело начислять ему на кошелек, потому что, возможно, у него и кошелька-то никакого нету. Но вот он такой знает возможность, что, слушай, а у тебя, оказывается, в личном кабинете есть возможность подключить кошелек и нажать кнопочку Mint. У тебя NFT-шка с вот этим вот мечом, топором упадет на твой кошелек, и она полностью отражает состояние твоего меча в игре. В игре ты меч потерял, куда-то кому-то отдал, она у тебя из твоего портфеля, там, из твоего аккаунта исчезла. Ты, соответственно, можешь взять и этот меч кому-то продать, потому что, например, тот же самый Path of Exile, который недавно вышел, они сделали обалденный аукцион в самой игре, то есть ты заходишь к ним на ресурс, по каким тебе нужно критериям выбираешь шмот, покупаешь этот шмот, то есть списываешься с игроком, ему приходит уведомление в игре, у вас там хотят купить вот этот вот меч, да? При этом тебе нужно быть в онлайне, чтобы этот меч продать. Чуваку нужно найти того, кто в онлайне, и купить. А почему бы это все не перекинуть на рельсы игры, что шмотка выпала, NFT-шка в системе создалась, хочешь — заминтил, передал другому игроку. Не хочешь — хай она у тебя там и лежит.
Почему с этой стороны не подойти к дропу, к шмоткам? Это же не так сложно. Давай ударимся об реальность. Из хорошего в этом ударе невидимый Web3 намного проще, чем мы думаем. Не требуется подключение кошельков. Давно, тем более в экосистеме в Solana, есть возможность субсидировать все транзакции, их не нужно пополнять, там что-то оплачивать. Все это может делать сам сервер, да, ну то есть или там админы, команда игры, команда проекта. Если в проекте реализована любая аутентификация через OID-ключи, да, то есть там через Google, Apple, Telegram, там Twitter, Discord и вообще все что угодно, если у нас пользователь залогинен и хоть как-то мы его понимаем по вот международным стандартам логина, мы можем ему точно так же бесшовно, бесконтактно создать кошелек и управлять им. Но управлять с точки зрения чтения, да, то есть в случае, когда нужно сделать транзакцию, ему нужно подписать это там, через ту службу аутентификации, через которую он, собственно, зашел в игру. Прям всплывает окошко, еще раз подтвердите, что там через Twitter, что вы хотите отправить куда-то свою NFT-шку. И это не вызывает проблем у пользователей, и это из хорошего. Это уже там года полтора мы качественно можем юзать в своих проектах. И это супер кайфово, ничего нигде не надо подключать. Он просто прям в игре, также он залогинен, вы проводите там он-чейн операцию, как бы подтвердите, что вы это вы, и так далее, что сервер не имеет доступа к кошельку пользователя на осуществление транзакций. Из плохого. Вот давай прям детально разберем возможные способы реализации твоей идеи. Вот на сервере у тебя падает король лич. Сервер рассчитывает дроп. Что-то ценное имеется в лут-листе, как-то распределяется по пользователям, и он запоминает, что Васе нужно отдать вот этот топор, и он NFT. И он отправляет транзакцию в блокчейн, он минтит и все остальное. Вполне логичный вопрос. Если сервер отправляет транзакции в блокчейн и создает некую ценность, для пользователя это круто. Да, он пошел, заминтил и все остальное. Для Web3 тусовки и пространства, которые любят покупать что-то извне, инвестировать в NFT-шки, они там будут расти, обладают ценностью, коллекционировать и все остальное, это выглядит очень странным, потому что сервер может наприсылать тысячи таких запросов, и неизвестно, реальные игроки их убивали, эти мечи, выбивали топоры, или это просто наминтил сам сервер. Ты с этой точки зрения смотришь на вопрос? С точки зрения подлога со стороны разработчика? Конечно. А со стороны пользователя, вот он сегодня выбивал, он там месяц хотел выбить этот топор, он себе его выбил. К нему прибегает толпа пользователей, говорит, у тебя есть NFT-шка топора, мы хотим купить. Начинается аукцион, они все там перебивают ему цену. Он уже думает, что он катается на ламбе. Админ смотрит на этот аукцион, чешет репу, говорит, погодите, у меня есть еще 3 топора, потому что жена сказала, надо ехать на Мальдивы в этом году. И еще 3 топора появляются. Но я утрирую, придумываю, да, как бы. Но чем здесь, зачем мы тогда вообще здесь применяли технологию Web3? Она нам чем здесь помогла? Какую безопасность или там необратимость транзакции она нам там предотвратила, да, то, ради чего там все это используется. Ну, давай мы просто на сервере это будем использовать. Зачем нам Web3 для этого? Мы можем то же самое сделать на сервере. Ну, как я вижу, что, во-первых, я шмот выбил, он мой. То есть, если мы закрываем как бы момент, исключаем тот момент, что у нас разработчики недобросовестные, которые мониторят шмот, который выпадает, и начинают сами печатать этот шмот и потом его где-то продавать. Вот, а так, это как раз-таки закрывает вопрос, что я хочу что-то продать, при том, что я не хочу, чтобы это в момент продажи я вовлекался в это все. Потому что в том же самом Pass of Exile тебе нужно эту шмотку положить, во-первых, в сундук в определенную секцию. Во-вторых, тебе, чтобы продать, тебе нужно быть в онлайне. Ну подожди. Это только решение Patch of Exile, и это, не знаю, почему оно такое странное, да? Ничего не мешает сделать это на сервере. Я выставил на продажу, я зарегистрировал свой объект,
указал его цену, как только, ну, то есть у меня его забрали, я им пользоваться не могу, он висит теперь на рынке. Кто-то пришел с рынка, его забрал, он отдал туда деньги, эти деньги перечислились мне там за минусом комиссии, мой топор ушел туда. Никакой проблемы сделать это на сервере без нахождения меня в онлайне. То есть у нас в игре маркет вот в Genesis Area генерировал в день по 30 тысяч транзакций, как бы покупки туда-сюда предметов, при том, что у нас было достаточно мало предметов там. Но мы огромное количество ресурсов туда-сюда гоняли, и пользователи не были в онлайне, они спокойно приходили, ставили лимитные заявки на покупку, лимитные заявки на продажу. Они были мейкерами, приходили тейкеры, которые все это тейкали, да, как бы будем по нашему веб-3-шному жаргону разговаривать. Никакой проблемы делать это только на сервере. Вообще нет никакой. То же самое мы можем делать в блокчейне. Тоже нет никакой проблемы. Здесь вопрос всегда, опять же, для чего мы используем блокчейн? Вот фактически для ввода-вывода денег. Все, вот куда бы мы ни обращались, пока не будет платформы, когда мы можем залить весь сервер в блокчейн и сказать, что нет возможности админу напечатать там 10 убийств короля Лича, потому что он появляется раз в 2 дня. И вот хочешь ты не хочешь, а сервер, ну, вот на блокчейне, он не даст тебе этого сделать, потому что это технически невозможно. Не напечатаешь ты лишние себе мечи. И тогда это действительно имеет крутую ценность. Мы используем технологию по назначению. Кстати, я вспомнил, что в том же самом Вове можно было просто через аукцион вещи продавать. То есть ты подходишь в аукцион, запихиваешь шмотку, уходишь, потом приходишь, смотришь, продалась она или нет. Более того, там был аукцион, где ты делаешь ставку, а еще была цена выкупа, чтобы сразу ее себе купить. А можно было биды ходить туда ставить, эти биды наливать, как бы сражаться там с другими. Да, вообще нет никаких проблем. Ну да, ты прав. Мы с тобой глубоко, конечно, копнули в этот момент, в эту тему. Слушай, а вот ты, как ты думаешь, почему еще гиганты такие, типа EA или Ubisoft никак в свои игры Web3 не интегрируют? Они считают, что это вообще история как бы достаточно не очень хорошая, потому что, ну сколько уже, ну уже лет 5 практически, ну 4-3 года точно, Web3 игры активно, и хайп этот был, но Ubisoft и Electronic Arts также до сих пор что-то они ни свой, ни блокчейн не сделали, не запартнерились ни с кем серьезным, чтобы там, например, Ведьмака, да, например, какого-нибудь сделать интегрировать туда блокчейн. Ты как думаешь, почему так? И будет ли вообще такое? На самом деле очень философская тема. Опять же, да, мы сейчас опять пойдем вот туда в глубину. Попытки были, и те же юбики внедряли какие-то NFT-шки, что-то там распродавали, их подняли на виллы комьюнити, потому что крипта равно скам. Ну и все на этом. Те же Epic Games, Epic Store отлично работает с SUI, и какая-то часть игр прям использует свои там блокчейн-технологии в той или иной истории. Опять же, no utility, да, zero utility всей этой истории ровно по философским вот этим технологичным причинам, что там блокчейн нафиг не нужен. Ну вот он не решает никакой вопрос, кроме какого-то хайпа, что блокчейн ради блокчейна, крипто ради крипто. Ну вот ничего не решает. Кроме вот функции ввода-вывода. Но у них с платежами на ввод все отлично, на вывод они вроде как не очень-то хотят что-то давать. Да, ну то есть у них игры про то, чтобы играть, а не то, чтобы зарабатывать. И там жесткие регламенты на RMT и на все остальное, на продаже аккаунтов. Соответственно, а зачем им давать какие-то функции Play to Earn? Ну то есть то, что действительно сегодня может решить блокчейн. Это возможность, ну там, беспрепятственно, без комплайенса что-то кому-то продать. И то, да, мы видим, там сильно подрезают нам все эти возможности, но тем не менее. У них это не требуется, значит, вполне логичный вопрос. Но хайп, давай посмотрим, что такое хайп вокруг крипто. Можешь мне приблизительно сказать, вот, аудиторию вот Web3 активных
ну, там, игроков, участников рынка, да, ну, вот, то есть, вот, не просто кто ТРЦ там друг другу гоняет, да, там, а вот, ну, такие вот тусовки. Сколько это? 5 миллионов? 10? Нет, на самом деле это прям очень маленькое количество, потому что если смотреть, например, тот же самый Solana Breakpoint, да, на котором мы говорим конкретно про разработчиков, мы не говорим, конечно же, про аудиторию именно пользователей, но вот разработчиков на Breakpoint было в прошлом году 6500 человек примерно. Вот, то есть если смотреть в формате Web2, ну, 6500 человек, это, наверное, в каком-нибудь небольшом городе будет разработчиков Web2. А это Solana по всему миру. Ну да, сейчас еще не такое большое количество Web3 разработчиков и Web3 пользователей, которые бы пользовались блокчейном не по назначению трансфера крипты с одного кошелька на другой, а именно какие-то разработки, что-то utility, что-то полезное, что-то хорошее. Поэтому, да, количество сейчас еще небольшое. Вот смотри, вот возьмем Fortnite. Вот тоже там есть скины, да, там сотни миллионов игроков. Им хайп крипто, как бы, да, это даже не 10% аудитории, которая у них уже есть. То есть они внедрением технологий не решают ровным счетом ничего, кроме, ну, скорее всего, негатива, потому что крипта равно скам, да. А в обратную сторону, когда мы находимся по эту сторону и разрабатываем какое-то решение, которое, может быть, начнет использовать Fortnite, и 100 миллионов пользователей вдруг сюда придут. Так может вот это решение пора давать? Так может вместо того, чтобы сегодня пытаться пилить игры, как я пилю, создаю какие-то проекты, может пора пойти уже в более глобальный, давай делать платформу, давай делать блокчейн L2, там какое-то L3 решение там на Solana, для того, чтобы дать возможность построить действительно качественную игру, которая решает все эти проблемы, там, честности и всего остального, чтобы вот ты загружаешь сервер в этот блокчейн, и он работает точно так же, как у меня там на Python или на Go написанный сервер, который крутится где-то там на VPS, да, с такой же скоростью исполнения, там, записи, чтения базы данных. Вот такое решение может быть в какой-то степени интересно и прикольно гигантам, мастодонтам, которые скажут, да, конечно, давайте делаем, и у нас 100 миллионов пользователей вдруг сюда приходят и пользуются всем этим решением. И тогда это невероятно круто и здорово. А так, мы им не нужны пока еще. Они нам, конечно, очень хотелось бы получить хотя бы кусочек этой аудитории. Да, я с тобой полностью согласен, что не с той стороны начали вообще развивать игры на блокчейне, потому что основная цель игр — это про фан, это про удовольствие, это про комьюнити, что-то такое, достигаторство, какие-то ачивки, что-то такое, да. Тот же самый там WoW, есть народ, который просто-напросто изучал мир, потому что он огромный. Есть народ, которые ходили по данжам, есть народ, который занимался там травничеством, всякие разные скиллы качал, а потом он эти вещи на аукционе продавал. То есть это про то, что ты свою какую-то реальность, какие-то... Я не могу сказать, конечно, не буду говорить, что ты какие-то проблемы в реальности закрываешь с помощью игры, но вот там ты можешь быть любым. А Web3 игры пока... Да. В игры приходят за эмоциями. Эмоции поражения или эмоции победы, провести время, скоротать время, это эмоции, так или иначе. Это единственное, зачем мы туда приходим, это игровой опыт. И то, как мы его оттуда перевариваем. Да, а когда нас мотивируют деньгами, возникает огромный перекос. О том, что не приходит аудитория за эмоциями. Она приходит туда как на работу, она приходит туда как в казино, она приходит туда с любыми другими мотивационными целями, и это огромная проблема. Да, я с тобой согласен. Мы сейчас с тобой договоримся уже до того, что ты скажешь, ой, все, я игру закрываю, я больше этим не занимаюсь, я пойду чем-нибудь другим заниматься. Ни в коем случае. Я
с этой идеологией строил предыдущий проект и строю текущий проект. И да, я прекрасно понимаю реалии рынка, как работают аудитории, зачем они приходят и что им нужно дать для того, чтобы они оставались. И это, принципиально другая позиция. Да, хотелось бы по-другому, да, хотелось бы там как-то иначе, но имеем, что имеем, и работаем с тем, что есть. Как сказал Теодор Рузвельт, делай, что можешь. Там прям... делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Можем, строим, делаем. Переходим на блок с AI, потому что, как ни крути, искусственный интеллект, хотя он еще, на самом деле, пока еще не искусственный интеллект, а просто языковые модели. Вот, и эти языковые модели, они очень плотно вошли в разработку. Как ты считаешь, AI забирает работу, именно работу у Web3 игроков? Потому что чаще всего получается так, что Web3 игры, они не совсем игра, а работа получается. Знаешь, это такой вопрос про фермы. Если раньше игрок конкурировал с ботафермой, то сейчас ботаферма может написать любой школьник, открыв любую языковую модель, и это вот делается по щелчку пальцев. Более того, большая часть моделей уже дали доступ к браузеру, и ты ему говоришь вообще вот просто зайди, делай там компьютер, он сам откроет, сам все будет делать, и вообще нет никаких проблем. Знаешь, тут сама постановка вопроса же очень трудная, как ты мне его задаешь, и он же изначально вот уже провокационный, о том, что почему вдруг игроки ходили в игру как на работу? Ну, типа, какого типа? И AI это забирает. Что? Слушай, а как у тебя вообще разработка игр твоего проекта устроена? У тебя есть какая-то команда? Или у тебя была команда, а потом, как только пришли нормальные версии там Клода, Кодекса, ты их подрезал? Как у тебя сейчас вообще выглядит весь процесс разработки? Я люблю говорить цифрами. На прошлом проекте мой фот, да, на команду был порядка $20 тысяч ежемесячно. Вот 3 года мы делали игру, мы ее развивали. Почти 3 года, 2 месяца там не хватило перед закрытием, но вот почти 3 года. Ну, там еще, конечно, время разработки, кстати, было, поэтому вот больше 3 лет я платил там, плюс-минус со взлетами и падениями вот такую зарплату команде программистов. Сейчас, можно уже сказать, там почти скоро год я занимаюсь Shard Legends. Занимаюсь я один, но до этого, конечно, я почти год строил для себя систему, которая может действительно там генерировать все, что мне нужно, только на AI-агентах. Почти год у меня это заняло со всеми тестами, отладками, безопасностью, тестированием, для того, чтобы понимать, как я сам. Я не разработчик, я не программист, я... 16 лет опыта работы с командами, с программистами, они накладывают некий отпечаток, да, некий стиль мышления, приема спринтов, постановки задач и так далее. Поэтому здесь есть некий опыт общения там, с реальным разработчиком, и поэтому сегодня в команде есть только я и периодически приглашенные для аудита люди, которым я могу там за аудит заплатить, чтобы они проинспектировали код на предмет безопасности, на предмет исполнения, на предмет того, что где-то что-то может быть накосячено. Но фактически я один и 20 агентов, которые, в принципе, 24/7 работают. Сказать, сколько это в деньгах стоит? Меньше $500. А сколько примерно по времени, насколько и ты считаешь сейчас ускоряет разработку? Вот если ты раньше писал проект 2 года, да, у тебя был бюджет на фонд оплаты труда примерно по $20 тысяч, сейчас у тебя это $500 в месяц, и как быстро? Вот 2 года ты с помощью ИИ до какого срока сможешь сжать? Трудно замерять, потому что сейчас у меня несколько разнонаправленные проекты, но они и по стилистике другой, и по анимационной составляющей он другой, и по ряду элементов их прям тяжело друг с другом сравнивать, но я люблю сравнивать цифры.
А цифры в проекте — это всегда количество пользователей и revenue, которое я получаю. Вот для того, чтобы в прошлом проекте достичь это revenue и там, количество пользователей, мне понадобилось порядка 1,5 лет. Здесь CI, вот именно с момента старта разработки именно шардов, я достиг его буквально за 90 дней. Ну, то есть все остальное это просто экспоненциальный дальше рост в числе пользователей и в доходе. А revenue, я считаю, это именно выручка. То есть я сейчас не говорю про чистую прибыль, что, естественно, ну, то есть в разы больше, чем когда у меня была команда разработки. AI невероятно быстро делает. И в какой-то момент, вот, допустим, разговаривая о более крупном каком-то проекте, то есть опять же, там, много заготовок, да, там, на бумаге разработанных, в какие-то проекты обязательно должны быть разработчики 100% со знанием, с умениями работать на агентах и писать на агентах, потому что, ну, на мой взгляд, вот есть пример из моей личной практики. Сейчас мне там было интересно поработать с Polymarket. Пописать просто какие-то торговые стратегии для Polymarket, для разных там рынков. Раньше для того, чтобы протестировать любую идею, то есть мне нужно где-то брать данные, мне их нужно как-то анализировать, пропускать, настроить, чтобы она торговала и сделать продакшн. По опыту прошлых лет я бы сказал, что это приблизительно неделя-2 недели разработки, ну и, соответственно, это там оплаты там 2-3 программиста мне бы выходили за это время, ну там около там, от 3 до 7 тысяч долларов, в зависимости от их специализации, да, там. Сейчас я ее могу протестировать за 2 дня. Ну, с максимальной подпиской, да. Ну, то есть несопоставимо, сколько это там, 5 долларов, 7 долларов на тест стратегии, на то, чтобы создать MVP и протестировать, вообще это типа имеет какую-то жизнеспособную модель или нет. И, естественно, это несопоставимо ни по деньгам, ни по срокам. 2 недели против, 1-2 дня. Ну, а в идеале это вообще может быть там где-то 3-4 часа, если мы говорим про какой-то MVP без сильных там систем каких-то безопасности, отказа и всего остального. Интересно. Ну, давай теперь перейдем уже конкретно к твоей игре. Чем же твоя игра-то отличается от всех тех, кто хочет, чтобы народ ходил как на работу на эту игру, зарабатывал без эмоций, просто так вот с таким расчетом, с трезвым, с холодным умом ходил, что-то фармил, потом как будто продавал. Чем ты цепляешь людей? Почему им хочется заходить опять? Вообще, ну, полностью расскажи про свою игру в цифрах, в логике, вообще всем. Самое ключевое, я не хочу, чтобы мои игроки зарабатывали в моей игре. Это под вырез, да? Или про хайп. На самом деле, я не рекламирую того, что в игре можно зарабатывать. Я истинно убежден, что успех человека зависит от него самого. Для того, если тебе рассказывают, что здесь бесплатные деньги, ну, скорее всего, ты их туда и принесешь, да, как бы. Для того, чтобы найти, как вот там принято говорить, какую-то тему, которая кормит, нужно иметь мозги. Нужно увидеть, что вот там есть там большой спрос, а вот там есть большое предложение, и почему-то они друг друга не видят, но есть ты, который это увидел. И ты там пошел, что-то сделал и заработал. И о таких вещах, ну, их не рассказывают на углах, не продают про них курсы, не делают этому рекламу. На этом зарабатывают. Тихо. И желательно еще, чтобы никто не видел, никто не слышал, быстренько, вот, не придавая огласки. Вот в игре должно быть то же самое. Если возникает какой-то дисбаланс на рынках, какой-то внутриигровых, и это позволяет где-то зарабатывать, получить какие-то преимущества, игрок должен это увидеть сам. И это является самой главной ключевой моей фишкой в разработке, которую я стараюсь всегда преследовать. Я должен всегда создавать несколько рынков, несколько систем, между которыми может происходить дисбаланс из-за рыночной вот такой системы и возможности, и игроки будут сами находить для себя возможности участия в этих рынках. Можно ли гарантировать, что из 1000 игроков все 1000 будут в плюсе? Нет, конечно.
но кто-то из них может увидеть раньше. Кто-то проспал этот момент, но он будет потом слушать байки и истории в чатах о том, как вчера было круто и весело, и они там смогли что-то сделать. И именно это формирует комьюнити, это формирует интерес, это дает эмоции, ради которых хочется заходить в игру, потому что вчера они вот смогли, а сегодня никто уже ничего не смог. И очень жестко и обидно, и хочется побыть побольше. Если не вдаваться в саму лор, в саму там механику, а говорить о концептуальных вещах, то в своем проекте я очень хочу отметить, это невидимый Web3. Это обязательное условие, наверное, там, в принципе, наверное, современных игр, которые хотят работать с блокчейном. То есть, если есть подключение кошелька, то это функция одновременно и логина, то есть для вот тех Web3 юзеров, которые не хотят светить свои почты, какие-то там аккаунты, вот у них есть там левый какой-то кошелек, который никак ни с кем не идентифицируется, не ассоциируется и так далее. Вот для них есть Web3 логин через почту, который, опять же, можно там везде привязать, привязать. Все остальное происходит просто под капотом. Функции работать, ходить в игру как на работу, ну, это давно уже как бы понятно, что это старая, никому не интересная история. И есть обалденная система, которая убирает всех ботов и уравнивает всех игроков. Называется она Автофарм. Ты просто нажимаешь кнопочку, и у тебя все автоматически фармится. И вы все в равных условиях. Ну, конечно, есть там премиум бусты, можно мне заплатить, там будет чуть покруче, чуть получше и так далее. Но я тоже должен зарабатывать деньги, и это нормально. И я так считаю. Вот. Но функция автофарма, она убивает любой скриптинг, любой ботовоз. Ты поставил на фарм и занимаешься своим делом. Тебе не надо приходить на работу. Ты можешь зайти в игру для того, чтобы получить именно удовольствие. Пойди с кем-то подраться, начистить хлебальник. Или я там люблю торговать. Я пойду торговать, надо на рынке что-то потрейдить, что-то посмотреть. Там, вот. Я получаю эмоции от того, что купил подешевле, продал подороже и так далее. Вот что-то там суечусь, кручусь, верчусь как бы. Или есть функции управления. Ты управляешь там своим городом. Сейчас готовится обновление с кланами. Это будет тоже большая часть про там формирование комьюнити, для лидеров мнений, для тех, кому кайф всем этим вот заниматься. Как бы вот давайте, пожалуйста, занимайтесь. И вот все это выстроено так, что между всеми этими системами есть постоянные взаимосвязи, что они не отделены друг от друга, как вот разные системы, что вот есть просто в игре чатик, и мы просто заходим чатиться в игре, да, а когда все, что есть в игре, оно все влияет друг на друга. И тот же чат в игре, он сканируется для того, чтобы выпускать новостные хроники. А эти новостные хроники могут повлиять на то, что на вас прибежит толпа монстров, потому что вы вчера там где-то в таверне, ну там вот интерпретируется все из чата, потому что вчера было 1 мая, да, и как бы все выезжали на шашлыки на природу, они все это обсуждали в чате, и мы все это достаем для того, чтобы было нападение монстров, потому что вы там ослаблены. И это вот так вот. Все это преподносится с лор-составляющей, что там все вышли из таверны, как бы все там на отдыхе на чили, как бы, а тут вот прилетела какая-нибудь там враждующая раса, да, как бы. И вот это все увязано. И между всем этим постоянно есть какие-то взаимосвязи. Вот это самое интересное, самое крутое, что вот удается реализовывать. Ты про саму игрушку-то расскажи, что за жанр-то? Я-то как бы играл, я понимаю, народ-то вообще не понимает, что еще за замки какие-то, кланы, какие-то монстры, 1 мая, что вообще? Мы пошли самым простым путем, я и мои тараканы. Самым простым путем. Есть старая, добрая, олдскульная прям такая браузерная игрушка, называется «Бойцовский клуб». Combat Sui, и были там разные клоны переодетые, они до сих пор отлично существуют, где есть твой персонаж в средневековом мире, в неком фэнтезийном, мифическом. У тебя есть экипировка, которую тебе нужно носить. Есть боевая система, где соперник стоит напротив тебя, и каждый раунд вы выбираете, куда нанести удары. В голову, в торс или в ноги. И выбираете, что заблокировать для удара. Голову, корпус или ноги. И на соприкосновении вот этих раундов мы выбираем, кто куда попал, кто
кто кого заблокировал. Плюс экипировка там увеличивает статы, параметры жизни, хп больше и там урона больше и так далее. Умения различные, подвязываем сюда там какие-нибудь там зелья, которые надо применять в бою, питомцев, союзников, совместные куда-то походы. Но это все играется в браузере, это все можно играть в Telegram Mini-App уже сегодня, играйте в Solana Dub Store на Solana Seeker. И готовимся к запуску на Google Play в таком вот простом варианте. К этому ко всему подвязали карту, города, экономические системы взаимосвязи этих городов, возможность собирать ресурсы, создавать эту самую экипировку, профессии, которые требуется раскачивать для того, чтобы создавать весь этот мир, все в нем развивать. Подвязали под это, под все обязательное условие наличия, что вся экономика, она построена на генерации игроков. Все, что везде где-то продается, это все генерируют сами игроки. То есть нет ни одного меча или там шлема или сапог каких-то, созданных игрой. Все, что есть в игре, создано игроками, а значит, все это друг другу продается, покупается, эти транзакции постоянно гуляют. И в какой-то пиковый день у нас был с запуском нового рынка, когда запускается новый рынок, есть возможность что-то прокрафтить, и этот рынок заполнить нужно. И у нас транзакций в первый день было, когда 1200 игроков сделали за день 125 тысяч транзакций. То есть сумасшедший объем туда-сюда, ресурсы, вообще все кипело, бурлило, ну типа супер активно. То есть ты обещаешь, что жене ты не будешь продавать мечи, чтобы ей шубу новую купить? Но здесь важный момент того, что мне это принципиально неинтересно. Да, ну то есть вмешиваться в плеер-драйвен экономику, но это вообще не камильфо, да, то есть это прям, ну, встать на уровень со скамерами. Зачем делать такой огромный проект для того, чтобы, скамить можно было проще, ну, типа, зачем было так заморачиваться? Поэтому нет, конечно, нет никакого смысла не рисовать шмот, хотя на самом деле уже были запросы в техподдержку, приходили, я хочу вот так-то, сколько это стоит? Давайте вот, типа, давай договоримся как-то. Но, да, речь, как правило, идет, ну, там, о хорошей машине. То есть можно за эти деньги купить хорошую машину, просто выдав крутой шмот. Слушай, вопрос такой, да? А если ты же знаешь, да, примерно статистику, если делается какая-то там play-to-earn игра, которая чисто под Web3 заточена, где тебе нужно обязательно цеплять кошелек, там вот вся вот эта вот история, да, и при этом твой подход, когда у тебя Web3 под капотом, пользователь особо не видит, ему и, в принципе, наверное, кошелек не нужен, потому что если ты играешь там в мини-апке, в Телеграме, или это будет на айфоне, на андроиде, не на стикере, да, то пользователь, в принципе, и без кошелька тоже может играть в игру, что-то делать. Это если ему там что-то, наверное, выводить надо будет, ему надо будет кошелек подключить. Ты вот эту вот разницу понимаешь, что если мы делаем приложение, игру, заточенную под Web3 и только с кошельком, у нас будут примерно такие метрики по игрокам. А если я делаю так, как я сейчас сделал, у меня вот такие метрики. Есть какое-то у тебя понимание, насколько ты даешь больше буста в своей игре за счет того, что ты это все спрятал, и для обычного игрока это просто игрушка? Вообще невероятно крутой вопрос. Невероятно крутой только потому, что невероятно сложно ответить какими-то цифрами сухими. И я, наверное, готов ответить только принципиально какой-то своей логикой, своим логическим мышлением о том, что разбирая данную ситуацию, делая только Web3 игру, единственная метрика, которая существует и говорит об успехе проекта, это сколько денег ты раздал. Сколько денег ты раздал в Web3 тусовке за то, что они в тебя поиграли. То есть фактически сколько стоила их лояльность. Ну вот можно как угодно дальше перекручивать этот вопрос, но фактически сколько денег ты отдал. Если ты не отдал им денег и они не заработали, ну ты скам проект. Это все. Ну и что мы тогда играли, как бы мы тут ни хрена не заработали. Мы заработали $10 за полгода. Ну типа, что за фигня? Вот проекты славятся в Play-to-Earn у Web3, у криптонов, где они там за месяц могли поднимать $1000. Жаль, проект соскамился, такой хороший был. Как же так получилось? Что за фигня произошла?
принципиально разные. Мы вообще про другое, да, то есть Web3 тусовка и Web2. Я хочу работать с игроками, которым интересно то, что я заложил в игру. Какие-то пасхалки, какие-то крутые вещи. Мне интересно видеть, как они друг с другом общаются, что они хотят достичь чего-то нового, открыть какую-то очередную ачивку, освободить какой-то новый город от монстров или там защитить город, чтобы у них монстры его не отжали. То есть это экосистема, в которой что-то происходит. Да, оно виртуальное, да, оно вымышленное, но это настоящие люди, которые получают эмоции. И меня именно это драйвит. В Web3 тусовке вообще пофигу, что у тебя происходит. Главное, сколько я могу оттуда вывести. Ну, соответственно, тут и вопрос-то тогда опять возникает, про который мы с тобой говорили в самом начале. А Web3-то тут вообще где? Если ты в основном делаешь ставку на игроков, которые не зарабатывать пришли, которым, в принципе, вообще пофигу, что там есть кошелек, нет кошелька. Вот, они пришли играть. И где же вот этот вот стык-то нам нужно поймать, когда мы, с одной стороны, и Web3, и мы там, например, с инвесторами можем работать, какие-то гранты по Web3 играм привлекать или еще что-то, а с другой стороны, у нас народ не на работу ходит, а поиграться и какие-то плюшки от Web3 получает в виде там прозрачности, удобства и так далее. Как нам вот здесь вот эту вот точку соприкосновения это найти именно в твоем проекте? Все же то же самое. То есть игрок приходит играть, ему не рекламируется заработок, ему не рекламируется NFT или какие-то там перспективы. Он приходит, потому что это прикольный мир, где можно рубить мечом, и я хочу вот с кланом где-то там побегать, и вот зацепили ему какие-то перспективы, что оказывается тут 100 уровней кузнеца, блин, я так давно, или я никогда не играл вот за кузнеца, хочу вот кузнецом 100 уровня прокачаться. Ну вот чем-то его зацепило, именно игровой механикой, что-то в рекламе попалось, он просто играет. Но на каком-то этапе он понимает, что то, что он генерирует, то, что у него получается найти, оказывается, стоит денег. Другой игрок готов ему заплатить деньги, и оказывается, игра это не только разрешает, она это поощряет, она создала целые технологии. Я даже не знаю, как это работает, есть какой-то вот маркет внутри, я там что-то торгую, какая-то монетка мне там капает, я потом, мне все, что сказали, как бы, вот я свапнул ее, и у меня там USDC лежит. Я знаю, что это там какой-то стейблкоин там в какой-то крипто. И все, что мне нужно, это нажать кнопочку «Отправить» куда-то. Как-то там, где-то там что-то сделать. Я вот тут уже понимаю, что нужно там какие-то биржи, там какие-то рампы, обменники, там как-то с этим нужно уже дальше разбираться. Но вот это, оказывается, доллар-то я там заработал, или там не один, или сотни. Как-то я нащупал какую-то историю, но это происходит внутри, после там глубокого анбординга, после разбора во всех процессах. Это не происходит на этапе рекламы. И это просто одна из технологий, которые мы просто рассказываем. Или в какой-то момент мы говорим, а вот происходит турнир. И за турнир мы разыгрываем там $1000, грубо говоря, условно. $1000. И вы что-то делаете, и вы ее получили на свой счет в USDC, вот они у вас лежат. И вы просто их там бах получили в любой стране, да, там на любой кошелек. Да, с этим надо подразобраться. Но я был Web2 игроком, и вот оказывается-то я уже Web3 игрок. Да, еще там кошелька своего нету, да, еще надо с биржами разобраться. Но оказывается-то я уже в блокчейне играл. И вот это начинает заводить, как будто пытаться заводить нас на какой-то новый виток Web3 гейминга. Слушай, ну это клево. Это клево, что ты аккуратно... То есть у тебя воронка получается такая, что сначала мы собираем всех Web2 игроков, а потом аккуратно за счет того, что они... Ну вот, например, как в Вове в том же самом, да, голду, когда золото продавали за реальные рубли, там, за доллары, то тебе фактически вот эта вот голда, которая там лежит, она не нужна тебе как какая-то прокладка или как какой-то посредник по определению стоимости остальных, да, каких-то товаров. Соответственно, ты не голду в системе хранишь, а USDC. И надо тебе, вывел, не надо, что-то внутри купил. Но когда разработчик честно и говорит, ребят, я там по-тихому эту голду не печатаю, не продаю, а вы сами крутитесь, но где-то там есть и мой доход. Вот то же самое, как, например, да, в Доте
нету возможности купить вещи, которые влияют на игровой процесс. То есть ты, например, усиление чего-либо купить не можешь, но ты можешь купить украшательства, те же самые скины в CSGO и т.д. и т.п. То есть мы на игровой процесс не влияем, но если ты хочешь выделиться, без проблем покупай, я тебе это сделаю. Но при этом есть вещи, которые могут добыться только игроками внутри игры, и я сюда руку не запускаю, это не мое дело. Но при этом есть отдельная какая-то темка моя, с которой я могу зарабатывать. Ну, да, здесь не совсем только украшения. Я думаю, что все-таки какая-то часть пользователей очень любит платить и выделяться скоростью прогресса. То есть я не могу, то есть в моей голове, в моих проектах всегда было разделение между тем, что продаю я и что можно купить у меня. Никогда не должно конкурировать с тем, что есть у игроков. Ну, потому что я всегда выиграю в этой конкуренции. Ну, и все. Поэтому вот то, что добывают игроки, и то, что продаю я, оно просто должно синергировать. То есть игрок может с моими бустами чуть быстрее добывать то, что он будет продавать. Да, ну это хорошая идея, она там ложится. Но еще вот ты говоришь, что не нужна прокладка, а можно напрямую в USDC. Вот здесь я чуть-чуть не согласен, потому что это порождает прямые рынки. Прямой рынок, это вот, вернемся к прошлому моему такому рассказу, что я люблю создавать много рынков, которые в какой-то момент могут находить дисбаланс, и это создает возможность для заработка. Вот когда есть торговая площадка, условно говоря, в USDC, в USDT, да, то есть вот есть стейблкоин какой-то, и мы просто сделали, по сути дела, P2P маркет, игроков, только у нас там обычно на P2P мы продаем там какую-то крипту там за рубли, тенге, доллары там, и нам кто-то там что-то переводит, да, вот этот сейчас развит крипто P2P обмен. А здесь то же самое, только с ресурсами и за USDC, да, там, или USDT, там, за стейбл. И очень простой рынок. Когда мы вводим, что есть дополнительно, это не стейбл, а внутренний токен, а у токена есть свои элементы вестинга, есть свои элементы какого-нибудь стейкинга, да, там, это целые системы. А все это нужно для того, чтобы работал P2P маркет. А сам токен еще нужен для там отдельного модуля, ну вот в моей системе сейчас это там модуль кланов, и развитие клана весь только за токен идет. И получается, что мы не просто сделали P2P маркет, и они там деньгами поменялись, а я могу сегодня что-то продать, потому что мне нужно качнуть клан, и одна питает другое. И эти рынки, там, прокачивая клан, быстрее наполняется казна для розыгрышей среди игроков, и в конце сезона будет больше призовой пул. И это еще одна система, которая выросла, которая привлекла там новых игроков, конкуренция. И вот это все, когда это несколько систем, которые увязаны, они позволяют игрокам находить те самые возможности, которые мне не нужно им туда закладывать. Потому что, всегда есть, да, вот это мат ожидания. Оно может быть отрицательным, и тогда проект зарабатывает, может быть положительным. Тогда вы фин-пирамида, и вы соскамитесь. Соответственно, я могу просто держать 0, просто мат ожидания единица, и сделать так, что просто каждая транзакция, она там условно обложена налогом, там, комиссией или еще чем-то. Это мой доход. Все остальное, все, что происходит на рынках, так как рынков много, так или иначе где-то переливаются стаканы, их нужно постоянно балансировать, а это постоянный арбитраж, только арбитраж игровыми механиками. То есть вдруг возник дисбаланс металла, все побежали копать металл, для этого все перекачались там в собиратели руды, теперь у нас куча собирательной руды, некому дерево рубить. И вот эти перекосы пошли постоянно, то есть туда-сюда. Я понял твою идею. Чем больше переменных в системе, тем она тем она сложнее, и тем сложнее этой системой управлять, соответственно. А все арбитражи, все трейдеры, все вот трейды, они заточены под управление и под использование неуникальности или неправильности, скажем так, рынка. То есть за счет этого у тебя как раз-таки движуха вся и создается. И вопрос вытекает, а почему Solana? Почему Solana именно как блокчейн? Почему ты выбрал ее?
Solana не потому, что блокчейн. Вообще, как блокчейн, ну, уж будем честны, есть что-то получше. Есть в той или иной фиче какие-то более лучшие решения. Solana, потому что это экосистема. Solana — это топ-1 экосистема в Web3 пространстве с качественным токеном, с качественным блокчейном, скоростью транзакций, с оплатой газа и всем остальным. Это там про технические составляющие, с кучей SDK, с кучей фич, которые могут применять билдеры и очень быстро анбордиться с технической точки зрения. Но самое главное, это экосистема, в которой есть живые люди, живые разработчики. Я могу тебя пощупать, мы можем с тобой провести подкаст, пообщаться. Более того, мы достаточно локальные и проводим эту трансляцию там на своем родном языке, что тоже супер качественно повышает возможность входа в экосистему и возможность работать с Web3. И для меня принципиально нет ни одного блокчейна, который бы удовлетворил то, о чем мы сегодня с тобой разговаривали. Его не существует, его нужно создавать. Будем создавать мы или кто-то другой, покажет время. Но все, зачем я готов приходить вот там, в какую-либо, к какому-либо блокчейну, это за экосистемой. Мне есть с кем посоветоваться, мне есть с кем обсудить какие-то тренды, мне есть кому пожаловаться на том, что что-то не работает. Я коммуницирую с людьми, взаимодействую с людьми, я могу быть полезен другим билдерам, и это живая экосистема, которая здесь работает. И в первую очередь это поддержка, общение, нетворкинг, совместные рекламные кампании, промо-акции, это комьюнити таких же целенаправленных, успешных, что-то создающих, что-то меняющих людей. Слушай, а какие вообще проблемы для фаундера ты сейчас в Web3 вообще видишь, для фаундера, для предпринимателя, который развивает свои проекты вообще на любых блокчейнах и на блокчейне Solana в частности? И эти года, вот с точки зрения такого заядлого стартапера, который вечно что-то билдит, фаундерит и делает, самый главный вопрос всегда это фандрейз, да, это деньги, через которые ты можешь масштабироваться. У меня всегда работает только путь про органический вариант. Я делаю продукт, я его запускаю, он генерирует ревеню, я могу как-то органически расти, развиваться и там, что-то показывать. До того момента, пока либо не упрусь в потолок технологий, в потолок своей идеи и так далее. И я никогда не смог работать с привлечением денег. То есть я питчил, я ходил на демо-дни, я занимался всем этим аутричем и вот прям полноценно в это во все погружался, но безуспешно. Нет ни одного закрытого дела, да, то есть нет ни одного контракта. И здесь для меня есть... Но вот эта обратная сторона о том, что, может быть, действительно была правда в том, что в мои проекты не инвестировали, потому что проекты были откровенно слабые для инвестиций, для какого-то роста, масштабирования. И, возможно, они, инвестора, были правы с этой обратной связью, да, с теми отказами, которые они мне давали. Но глобальная проблема всегда в том, что, приходя в Web3 тусовку извне, а мы все равно говорим о росте экосистем, да, и о том, что все больше людей обращают внимание на Web3, непонятно, с кем мне коммуницировать. И самая главная проблема, я не знаю, где мне найти, у кого я могу хоть что-то спросить, кроме тех инфобизнесменов в Инстаграме, которые продают курсы по трейдингу. Но это не имеет ничего общего с тем, что я хочу узнать. И вот у меня, я не знаю, там, логистическая компания, и у меня там, я не знаю, водители тырят бензин, как бы, там, по картам топливным, да, как бы, или там еще что-то. Я хочу, возможно, какое-то решение дать этому рынку, как бы, и себе, в частности, какую-то боль закрыть. Вот есть какая-то... И вроде как Web3 может это решать. Я слышал концепты этой идеи, там, где-то в разных местах, что вот можно там билеты на мероприятия продавать через NFT. Офигенная крутая вещь, ее там не подделать, ее там можно проверять валидность, и вот офигенно круто, чем вот там печатать голографические знаки какие-то на поддельных билетах на мое мероприятие, я могу выпускать NFT. Круто!
И это, типа, очень интересно, очень, вот как мне, с кем мне поговорить об этом? Вот я-то и хочу, а я не знаю, куда прийти. Вот для меня сегодня самое главное, что я там могу рекомендовать, это говорить, блин, вот есть Solana Team, пожалуйста, там, приходите там в офис, я не знаю, как-то общайтесь, созвонитесь. Там есть комьюнити, куда можно прийти с вопросом. Ну и, скорее всего, тебе как минимум подскажут контакты, с кем ты можешь вживую пообщаться и сказать, вот у меня есть вопрос. Или прийти и как вот столкнуться с реальностью. Вот у меня есть супер глобальная идея, дайте мне обратную связь. Это вообще будет там как-то зайдет на рынок или не зайдет, да? И я могу поучаствовать в этих там каких-нибудь хакатонах, да? Я могу пропичиться, попытаться и получить живую обратную связь для того, чтобы что-то строить, что-то делать. Или мне скажут, да блин, твои идеи, они умерли еще в 2018 году. Ты приходишь сюда, ну типа ты вообще не в рынке. Ты до сих пор думаешь, что выпустить криптомонету равно заработать иксы какие-то, миллионы. Типа, нет, это уже давно не так работает. Хочешь выпустить токен, ты должен еще сверху как минимум там миллионов 5, а то или 15 заложить, чтобы хоть как-то зайти на рынок. Вот чтобы вот в принципе у тебя там тикер какой-то появился, и тебе там на CoinMarketCap где-то зарегистрировали. Ну, это я условно говорю. А столько подводных камней. А самое главное, что когда есть комьюнити, когда есть хоть с кем-то спросить, наверное, это самая недооцененная вещь, не проинформированы в большинстве случаев у нас стартаперы, билдеры, фаундеры о том, сколько скама есть во всей этой тусовке, начиная от маркетологов, блогеров, которые тебе на накрученных аккаунтах пообещают супер рекламу, заканчивая инвесторами, которые говорят, что они в тебя там проинвестируют, надо вот только там холодный кошелек какой-то показать, вот что ты туда потом там для кого-то комиссию перечислишь, и тебя обязательно там на это на все наскамят, как ты сам даже не поймешь, как там все это получилось. Или там вышел на созвоны куда-то, тебе говорят, что-то тут Zoom не работает, надо вот этот плагин скачать, как бы скачаешь плагин, там все везде поуводили как бы с компа. И негде об этом получить информацию. Просто потому что фаундер, самая главная проблема, он всегда один. А это настолько маленькая тусовка, что там, у себя в городе, в своей привычной жизни вообще нет знатоков об этом. Да, можно найти трейдеров, можно найти, я не знаю, там, P2P арбитражников, да, кто там вот у нас массово вот чем-то занимается, популистической историей какой-то. Фаундеров по пальцам посчитать, фаундеров, которые не умерли за эти циклы медвежки, их еще меньше, кто там прошел, выжил и продолжает строить. И вот с ними наладить связь, выйти на них, да, не просто там написать в инсте, там, удели мне время, как бы ты нахрен ему не нужен. А когда это вот происходит именно тусовкой фаундеров, где все друг друга помогают, вот это самое ценное. И это самая главная проблема, что люди не знают, как туда попасть. Нет информации об этом, не висят билборды, нет рекламы в интернете, об этом не рассказывают блогеры и так далее. Хорошо, следующий вопрос. 3 ошибки основные, которые убивают стартапы в течение первого года. Мы уже с тобой говорили о том, что там 90-95% первый год стартапов умирают. И вот какие же вот эти вот 3 самые основные проблемы ты видишь, которые приводят к этой смерти? Ну, есть типичные ошибки. Это привлекать деньги не на правильных условиях. Пускать там какой-то посев инвестиций, брать деньги тогда, когда еще не надо было брать деньги, когда, то есть, когда еще непонятна вся твоя бизнес-модель и о том, что ты действительно будешь расти, ты сможешь какое-то ревеню зарабатывать не только для себя, но и для того дяди, который дал эти деньги. Второе — это взять эти деньги на неправильных условиях, на некомфортных условиях, на там каких-то кабальных иногда условиях, и потом уже тебе никто не поможет, да, как бы, и, скорее всего, проект загнется. Не учитывать последующие раунды инвестиций и там, при масштабировании отдать слишком много доли со старта, как бы. Если говорить про саму техническую составляющую проекта, то это не видеть, где ты берешь пользователей, потому что по большому счету
техническая составляющая, то, как ты ее нарисовал, какие сайты ты сделал, как это все упаковано, влияет меньше всего и нужно меньше всего без вопроса, да без ответа на вопрос, где ты будешь брать пользователей, по какой воронке они будут проходить, что это за целевая аудитория, почему они должны это покупать, как они дойдут до продажи, как они сделают эту самую покупку, и, собственно, там дальше ты будешь их обслуживать, там, техподдержка и все остальное. Вот без полного видения всей этой картины вообще, в принципе, садиться и что-то писать там, давай закодим какой-то там SaaS-продукт или какое-то решение, ну, типа, вообще не имеет никакого смысла. То есть нужно сначала пройти полное, да, вот это вот решение. Я думаю, что сегодня есть, ну, мы в любом случае, наверное, сегодня говорим про фаундеров, которые в любом случае пользуются ИИшкой, и я думаю, что это не чат GPT в браузере, где еще и в одном чате они обсуждают и там, как у него зуб заболел или какие у него анализы пришли, а потом свою идею стартапа, что он уже там умеет там и хотя бы по разным чатам общаться, а по-хорошему пользуется какой-то уже там более полноценной версией там Cloud Code, Antigravity или кодекса, да, как бы для того, чтобы прям действительно на агентах что-то делать. Если это такие фаундеры, мы говорим про них, есть обалденное решение, да, от основателя Y-комбинатора, на GitHub лежит Gstack, который ты скачиваешь, и супер крутейшие агенты, которые вдоль и поперек тебя разрежут, просканируют всю твою бизнес-идею, все, что ты только хочешь, и они же ее тебе составят для того, чтобы это стало интересно и хоть как-то могло найти какое-то свое место на этом рынке и хоть как-то продаваться. Вот полностью себя прогнать по всем агентам Gstack, весь свой проект, это, ну, наверное, 90-99% того, что этот проект проживет 3-5 лет, если ты дойдешь до конца вот по всем этим агентам и выйдя оттуда, скажешь, я хочу это делать, потому что я прогоняю свои проекты, пока получал, что нет, я не хочу это делать. Ну, как бы то, что должно найти масштабно на рынке, а мы говорим, что Y-комбинатор это все равно про миллионные инвестиции, что это как вырасти в единорога, текущая идея, чтобы выросла в единорога, да я не хочу этим заниматься. А как ты вообще в первый раз узнал о Супертиме, о Супертим KZ? Я помню, мы с тобой вроде как первый раз созвонились, когда я был на роуд-шоу нашем казахстанском. Я был в гостинице, и мы с тобой созвонились. Ты сказал, что тебе кто-то посоветовал нашу Супертиму. Расскажи, пожалуйста, об этом. Так и есть. Так и есть. Я очень быстро усвоил, что вся Web3 тусовка очень легко идет на нетворкинг и на рекомендации нетворкинга. Когда есть какой-то вопрос, и я не знаю, к кому я с ним могу прийти, я иду с этим вопросом ко всем. Абсолютно. И кто-то, да как-то через кого-то меня куда-то, да, и направит. Я начинал в Web3 в 2019 году, вот прям билдить начинал. И у меня был только один контакт. Это был контакт менеджера для VIP-клиентов на бирже, то есть с большими депозитами. И я ему тогда вот там начал задавать вопросы, там сначала познакомился с там, как заонбордиться, как маркетмейкер крутить там объемы, и оказывается, ну вот как во все это попасть в эту тусовку, потом как с командой листинга, как оказывается листятся проекты, сколько это стоит, и дальше пошли маркетинговые связи, пошли какие-то агентства, и вот наверное, сегодня эта база там свыше 2000 контактов, ну, как правило, либо телеграм-чатов с теми или иными компаниями, часть, ну, большая часть из которых уже, в принципе, не работает, не существует. Люди уже поменяли кучу мест работы, кучу проектов, но сама технология, сама модель, она остается. Ты берешь хоть кого-то, кто там катался, не знаю, на токен 2049, на блокчейн лайф, на какие-то вот мероприятия офлайн, вживую, где друг другу жмут руки, знакомятся, нетворкаются, берешь этого человека и приходишь к нему своим вопросом, своим
Пойдись по своей базе, разошли вот этот запрос. Кто-то там, кто-то куда-то выведет. Здесь у меня был точно такой же запрос. Я сканировал блокчейн, с кем я могу коммуницировать, потому что до этого я работал на блокчейне Aptos, и на Aptos больше я там не пойду. И я рассматривал любые другие блокчейны, но мне нужно было сметчиться, мне нужен был контакт, что там есть живые люди, потому что просто задеплоиться на блокчейн, мне не интересно. Мне интересно было коммуникация, поддержка, общение, то есть, и я выбирал именно по этим принципам. Понятно, у меня был выписан список блокчейнов, куда я, в принципе, готов задеплоиться, и там опять же, у них есть невидимый Web3, есть массируемые транзакции, техническая сторона вопроса, а все остальное только комьюнити. И вот я достучался до Solana, увидел, насколько у вас огромная супертима, насколько это работает, насколько это локально распределено по всему миру, и как вы все коммуницируете друг с другом на всех остальных мероприятиях, да, я там побывал в Гонконге на брейкпоинте, и это невероятно круто. И, естественно, когда я там анализировал рядом там другие блокчейны, уж не будем делать там какую-то антирекламу, да, но все слишком локальное, все, просто там митап какой-то, вот там, там хакатон, да, они есть, да, но каждый сам по себе. Придя в Солану, коммуницируя с тобой, коммуницируя с ребятами в чате, это про какое-то общее движение, общую поддержку друг с другом, какое-то решение вопросов. Это какая-то командная работа, которая полностью закрывает самую главную потребность фаундера, да, это пообщаться с такими же дебилами, как ты, которые что-то пытаются вечно построить. Мир не знает вообще, как это должно выглядеть, никто не знает, как это должно выглядеть, но мы почему-то это строим. Вот здесь все такие же есть, и это невероятно круто для меня. Что тебя вообще в супертиме в нашей зацепило? И вообще в этой концепции, как ты вообще видишь для себя? Какие плюсы, что тебе нравится? Знаешь, я вот, наверное, приведу пример сначала про Google. Вот у Гугла невероятно плохая реклама. Я так считал до последнего времени. Потому что у Гугла есть очень много инструментов и ресурсов, о которых, в принципе, никто не знает. Все, Google почта, там Google Meet еще может кто-то пользоваться, еще какой-то набор там более-менее известных популярных фич. С точки зрения разработчика, огромный набор кайфучих инструментов, которые там есть. Приходя в Solana, я тоже думал, что вот есть Solana, я что-то погуглил, есть какой-то невидимый Web3. Они там в основном что-то через Privy, все делают через Privy, я видел ее на сайтах, и я думаю, я могу пользоваться так же. Но уже придя в Super Team, начиная общаться уже и разбирая детально весь анбординг, оказывается, есть невероятно в 3 раза дешевле решение GameShift. Точно такое же солановское, стоит дешевле, чем сторонний сервис Privy. Мои вопросы решают намного легче и проще, чем я бы решал это через Privy. Как узнать о том, что там есть GameShift? Если ты не знаешь об этом, ты ее никогда не найдешь сам, то есть это нужно в какие-то супер дебри залезть для того, чтобы случайно наткнуться, потому что рекламы и популяризации нет. Нужно общаться с конкретными людьми, которые говорят, у нас в Solana вообще-то есть вот хорошее качественное решение, которое так просто, его не найти, потому что оно нужно слишком узкому кругу людей, которые вот больше из уст в уста это все передают. Поэтому для меня в первую очередь практическое решение было это о том, что я такой головняк себе снял о том, что есть вообще просто там в 3 строчки кода решение с невидимыми кошельками под капотом, которые просто вот так закрывают мои потребности. Кто это сделал? Solana Super Team мне рассказала. Понятно, что у Solana оно было и до этого. Поддержка грантовая. Шикарный, постоянный гранты есть на ресурсе Solana Super Team. Начиная от анбординга своего проекта, и можно получить какую-то локальную поддержку грантами, до постоянные какие-то глобальные гранты для AI-разработчиков, на покрытие каких-то вещей, на какую-то совместную рекламную кампанию, акции, на какую-то маркетинговую активность. Там постоянно идет. Если честно, мне приходят письма, я просто вижу, что там жизнь супер кипит,
закипит, я иногда супер интересно открываю, читаю там условия того, что происходит, но у меня физически нет времени всем этим заниматься. Если бы там еще на ресурсе можно было там по MCP своего агента отправить, что он там автоматом за меня все заполнял, там, к тому, что мне подходит, вообще было бы идеально. Расскажи, пожалуйста, свои планы на ближайшие там 6-12 месяцев касательно твоей игры, как ты будешь ее развивать, какие у тебя вообще идеи есть, что вообще крутого мы в твоей игре в ближайшее время увидим. До конца всего этого года мне нужно инфраструктурно развиться для того, чтобы я мог полноценно развивать то, о чем я говорю, потому что какая-то часть игровых модулей завязана на онлайне, какая-то часть игровых модулей завязана на инфраструктурных вещах. Вот мне нужно сейчас выпустить токен. Просто его напечатать, выпустить в рынок, как бы просто там, чтобы он был ради того, что он есть для игровых механик, ну, так на рынок заходить нельзя. Токен должен сформировать комьюнити. Его должны сделать сами игроки. Все должно быть, ну вот, степ-бай-степ. Поэтому до конца года я еще буду просто обрастать всеми нужными элементами. Так как я больше про Web 2, то с определенным набором определенных механик я понимаю, что я могу включать более лучшие способы монетизации для игроков, да, то, что я именно продаю. То есть какие-то там апсейлы, догоняющие продажи, первичные там бонусные наборы, там анбординга на первый платеж, да, и как только у меня вот появляется более широкий спектр, я могу включать отдельные рынки. Вот сейчас у меня уже почти готов набор для того, чтобы я залился в Play Market Гугла, и я понимаю, что та аудитория, что там есть, я ее уже могу монетизировать. Соответственно, дальше будет появляться еще несколько технологий, которые должны быть, и я могу идти в другие мини-ап сторы, да, то есть помимо Телеграма у нас есть Base мини-ап, у нас есть VK Play, у нас есть Facebook мини-апы, есть более локальные рынки там на азиатские, тоже там, ну, условно в Вичате, да, то есть вот куда можно дальше заходить при определенном наборе условий. Поэтому до конца года я буду заниматься только вот набором игровых механик и анбордингом в разные платформы для того, чтобы охватить как можно больше потенциальных пользователей. Следующий год, да. Следующий год больше будет посвящен именно игровым механикам, созданию прям вот мира, который будут формировать сами игроки для того, чтобы можно было выпускать не только ежедневные какие-то хроники, но и ежемесячные какие-то прям ролики, может быть это мини-сериалы о том, как это происходит. То есть это вот прям полноценная генерация контента. И ферма агентов, которые сейчас есть, она уже будет донастроена для генерации внутриигровых модулей и контента внутри игры на ее постоянное расширение от действий игроков. И, ну, то есть она уже будет откалибрована, я уже буду понимать, как все это должно работать, все веса будут отстроены. И вот финальным этапом будет генерация контента о том, как проживают этот контент игроки, то есть чтобы мы могли выпускать вот там какие-то подкасты, опять же AI-generated, о том, как игроки все это проходят. То есть вот прям полноценный такой сериал о том, как кто-то другой играет. Что у тебя вообще в игре по цифрам? Ты же любишь в цифрах все озвучивать и считать. Расскажи, что у тебя, какие у тебя показатели вообще в игре сейчас есть? На сегодняшний день у нас свыше 30 тысяч регистраций. По сути дела, с прошлой Genesis Era, когда была только вот прям супер MVP версия, и я принимал решение, будем ли мы идти дальше или не будем идти дальше, мы, ну, то есть вот там протестировали и забыли, то есть насколько моя идея интересна рынку. После этого этапа у нас прошло порядка 6 тысяч регистраций, вот таких уже полностью осознанных, которые приходят именно на игру, без рекламы заработка, без рекламы, ну вот, какого-то анбординга именно в Web3. То есть это именно приход в Web 2 аудитории, такой супер качественный. По ретеншн удержанию в среднем 21 день у меня порядка 5% удержания на 21 день. По ревенью, общей суммы я говорить не буду, но в среднем средний чек на платящего игрока, не на всех игроков, а если игрок заплатил, то средний чек у него $52.
А какой процент людей платит вообще по игре в среднем? Сейчас, говорит, мы сами все высчитаем, да? В среднем получается порядка 13% игроков депонируют, то есть приносят деньги извне. Здесь еще очень важно понимать, что часть платежей в статистике, в отчетах размывается тем, что внутри игры можно продать за премиум валюту какие-то ресурсы другому игроку и за это купить себе какие-то бустеры, усилители внутри игры. Собственно, опять же, для этого и делается токен TGE, для того, чтобы все P2P транзакции, они были вот отдельно в токене, и они не конкурировали с валютой, которую у меня покупают для премиум функций. Типа, это очень важно. А какой вообще главный тезис ты бы хотел, чтобы у людей в мозгу остался после нашего с тобой подкаста относительно Web3 игр? Наверное, главное, что хочется сказать, Web3 гейминга не существует. Это большая, огромная, помягче бы надо, да, это же официальный подкаст, ошибка, заблуждение, я бы сказал, обманочка о том, что фактически не существует Web3 гейминга. В текущей версии технологически невозможен. Если мы говорим о качественном проекте, о действительно проекте, в который хочется играть, коммуницировать друг с другом, приходить в игру за эмоциями, за наслаждением или разочарованием от каких-то неудач, да, вот приходить за игровым экспириенсом, функция Web3 это вот и вывод денег, и какая-то там часть монетизации. Больше она не дает ни ту безопасность, ни технологичность, о которой мы говорим, на какую-то прозрачность. Ничего этого невозможно сделать. Так или иначе, есть нюансики. Поэтому давайте уберем навсегда из Web3 гейминга на сегодня приставку Web3 и просто будем делать качественные проекты с Web3 кошельками под капотом, не рассказывая об этом пользователям и не рассказывая, каким вдруг чудом у него были какие-то мечи, он их что-то сделал, и теперь это доллары, которые он может там куда-то отправить в стейблкоине, а куда-то там отдельно. Непонятно, как это происходит, но чудо случилось. И мы забудем о слове Web3, крипто, блокчейн и все остальное, когда говорим гейминг. Когда говорим Web3 гейминг, там Web3 не должно существовать. Пусть это будет просто геймдев, и мы просто будем радовать пользователей качественными играми, а не мотивацией о доходах. Друзья, мы будем заканчивать. Большое спасибо Владимиру, что потратил на нас свое время и пришел на наш замечательный подкаст. Спасибо большое, что пригласил. Я рад вообще поучаствовать в таком интересном формате. Буду рад любой обратной связи. Пишите все в комментариях. Особенно, если вы со мной не согласны, надо обязательно выразить свое мнение и написать человек. Вот, поэтому всем до новых встреч. Пока-пока. Всем большое спасибо за то, что слушали наш подкаст. Я уверен, вам было интересно узнать о том, как же вообще строятся Web3 игры и какие проблемы на текущий момент у фаундеров, у разработчиков Web3 игр есть. Я думаю, вам было интересно. Ждем вас на следующих подкастах. Всю интересную информацию вы сможете найти в описании этого видео. Проходите по ссылочкам, смотрите, изучайте. Будем рады вас видеть на следующих подкастах. Всем пока.